Был такой батюшка, отец Зосима. Он был очень благочестивым человеком, все в приходе его знали, любили. Он был настоятелем небольшого храма в селе, и в этот поселок все приходили, чтобы встретиться с батюшкой, чтобы задать ему какой-то вопрос, послушать его проповедь, и все его всегда хвалили, что он был истинный, настоящий, добрый пастырь. Но случилось вскоре так, что наступила революция, и начали священников из храмов выгонять, разорять церковные ценности и полностью разрушать остатки православия в то время. Это коснулось и самого батюшки Зосимы. Пришли в его храм, всех прихожан разогнали, а отца Зосиму схватили и увели. Повели отца Зосиму под арест. Очень тяжело ему было выживать там. Была суровая зима. Всех священников вывели босиком на снег и заставили так идти до самого места их казни. Зосима шел босиком, в рваной одежде, голодный, без хлеба. Он, будучи священником, даже не мог подумать, что его жизнь когда-то обернется вот так. Но перед этим всем случилось одно знамение Божие, которое смогло подготовить Зосиму к этому подвигу исповедания и мученичества за Иисуса Христа. И помог ему в этом святой один преподобный. Накануне всего происшедшего, за несколько дней, Зосима в тонком сне увидел видение. Он спал, лежал на кровати и почувствовал, что на его лицо падают чьи-то теплые слезы. Кто-то стоял над ним и горько и громко рыдал о чем-то. Это происходило во сне, но он даже не понял, что это сон, и думал, что будто бы это наяву. Когда Зосима открыл глаза, он увидел, что над ним стоит святой преподобный отец Серафим Саровский. Батюшка стоял над ним и горько плакал. Он не понимал, о чем плачет отец Серафим, а тот лишь рыдал, вытирая слезы и повторяя какую-то прекрасную молитву. Это была молитва Пресвятой Богородицы. Он плакал сильно, непрестанно повторял: «Всемилостивая, всемилостивая Госпоже моя, Пресвятая Дева Богородицы, Мария, Мать Божия, несомненная и единственная надежда моя». И сильно плакал. После этот сон закончился. Зосима проснулся в изумлении, что это было за видение, что оно значит. И как только он встал, он взял лист бумаги, ручку и записал туда эту молитву. Молитву, которую читал старец Серафим Пресвятой Богородицы. И назвал ее «Всемилостивая». И вот так звучала эта молитва. «Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дева Богородицы, Мария, Мать Божия, несомненная и единственная надежда моя, не гнушайся мне, не отвергай меня, не остави меня, не отступи от меня, заступи, попроси, услыши, веждь, Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая». Батюшка Зосима благословил эту молитву читать всем своим духовным чадам. Он постоянно повторял ее в любой ситуации, особенно же в опасной ситуации. Он всегда носил ее с собой. Где бы он ни был, всегда была эта молитва. «Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпоже», повторяла непрестанно. Эта молитва, говорил отец Зосима, есть вторая Иисусова. Читайте ее постоянно, непрестанно, везде и в любом месте. И вот, читая эту молитву, любовь и доверие к Пресвятой Госпоже Богородице у него с каждым днем возрастало. Он всегда обращался к ней и твердо верил, что эта молитва поможет ему от всего. Но отец Зосима уже тогда понимал, что то знамение, когда Серафим Саровский горько плакал над ним, обозначает нечто плохое. А почему же плакал отец Серафим? Потому что он уже, по милости Божьей, предузнал, как придется пострадать отцу Зосиме за Христа. И, видя это, он горько плакал и даровал ему эту молитву,
чтобы она помогла ему претерпеть все искушения, которые его ожидают. И вот лютый мороз привели отца Зосиму пытать его. Его очень сильно избили и бросили, и приготовили на смерть. И вот он увидел место своих пыток. Это была огромная морозильная камера, похожая на подвал. И в этом подвале было несколько помещений, чтобы туда можно было поместить несколько человек. И вот в этот подвал, похожий на какую-то подземную морозилку, опускали людей, где они не могли даже повернуться. Там было очень тесно и очень холодно. И в этот подвал опускали крыс, которые заживо сгрызали человека. И эти помещения настолько близко друг к другу находились, эти будки, что человек мог слышать крик соседнего человека, который кричит от того, что его сжирают крысы. Привели туда и отца Зосиму, но он неотступно повторял про себя эту молитву: «Всемилостивая, всемилостивая», и надеялся, что Господь убережет его от этой страшной смерти. Пришел черед отца Зосимы. Его пустили в эту камеру. Он непрестанно молился. И вот он уже слышал, как в соседних камерах люди начинают орать от того, что их сжирают крысы. Он очень испугался. Его пронзил невероятный страх. Но он сквозь скрежет зубов непрестанно повторял эту молитву: «Всемилостивая Госпожа моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая Дева Богородица, Мария, Мать Божия, несомненная, единственная надежда моя, не гнушайся мне, не остави меня, не отступи от меня, заступи, попроси». И так он молился. И вот он уже почувствовал, как крысы начинают приближаться к нему. Но он непрестанно молился этой молитвой, обращался к Господу и не боялся. Он уже не боялся. Он знал, что Господь сохранит его, и Пресвятая Богородица его не оставит. И вот эти мучители, когда человека сгрызали, они вытаскивали его. И вот эти мучители, когда человека сгрызали, они вытаскивали этот труп, бросали на снег на всеобщий вид и так и оставляли лежать. И вот дошел черед до отца Зосимы. И какое было их удивление, когда они увидели, что он жив, а крысы лишь немного пятки ему покусали, а весь он был цел и даже не замерз, хотя он был одет в дырявые тонкие одежды. Подивились люди этому, и от гнева начали избивать его. Много еще трудностей в лагере испытал отец Зосима, но по милости Божьей ему удалось сбежать. И бежал он босой ногой по снегу, по лютому морозу. Бежал он в лес, и ноги его были полностью твердыми от этого мороза. Но он все равно неотступно бежал, сам не зная куда, по лесу. И по милости Божьей его так и не смогли найти. Он смог прибежать в ближайшее поселение, получить там заботу, кров, еду, и даже нашел ближайший покинутый приход, где тут же стал священником. Маленькая деревенская церковь, народ снова стал прибегать туда за помощью к батюшке, за советом. Православных было очень мало, всего лишь пару бабулечек. И, конечно же, дохода не было никакого. Жить было просто не на что. Храм не мог существовать долго. И поэтому Зосиме приходилось служить впроголодь, в холодной, неотопленной церкви, порой без хлеба, где бабушки еле-еле давали копеечку за какую-то маленькую свечечку, а служить приходилось на маленьком кусочке просфоры, потому что больше не было ничего. Но, несмотря на это, он не роптал, благодарил Бога и продолжал служить божественную литургию. И народ стал приходить к нему, и снова оживлялась церковная жизнь, людей становилось все больше. Но враг рода человеческого, дьявол, увидев это, позавидовал и снова послал злых людей, которые выгнали всех прихожан и схватили отца Зосиму. Многие скорби еще претерпел потом отец Зосима, и так и предал в мучениях душу свою ко Господу, умерев от этих многочисленных пыток. А чадо его духовное сохранили эту молитву. Сейчас это очень известная молитва. Называется она молитва Серафима Саровского ко Пресвятой Госпоже Богородице.
и все ее знают и читают. А называется же она «Всемилостивая». Зосима говорил: всегда ее читайте, повторяйте везде, обращайтесь к Богородице, она способна спасти вас. Ее молитва очень сильная к Богу, потому что Бог даже может некоторых святых не услышать, если думает, что нам это не угодно, чем мы просим. Но ее Он всегда послушает, потому что она Его мать, и она способна изменить жизни людей по своей сильной молитве. Она наша мать всех и заступница. Тогда у креста она через Иоанна Богослова установила себе весь человеческий род. И, конечно, поистине очень жаль людей, которые не почитают Пресвятую Богородицу, сектантов различных, которые отвергают этот бесконечный кладезь духовных богатств, этот неувидаемый свет чистоты, эту великую помощницу и заступницу. Это на самом деле просто ужасно, потому что они отвергают невероятную помощь. Они отвергают саму Мать Господа. И даже если они говорят, что не уважают ее, это неправильно. Потому что Пресвятая Богородица сказала в Евангелии от Луки, что ублажат меня все роди. То есть все народы будут восхвалять меня и ублажать. Они эти слова просто оставили, не исполняя ее обетов, потому что от Бога ей было провидение, что ее ублажат все роди. И значит, они таким образом отвергают и самого Господа. И Господь к ним не благоволит. Потому что кто не принимает его Матерь, Господь того тоже не принимает. Господь слышит молитвы всех, но кто не почитает Богородицу, на самом деле действительно упускает не просто возможность, а обижает и самого Господа. Потому что Господь любит тех, кто любит Его Матерь. И она всех слышит, она всем помогает. Она из самого дна отчаяния достанет. И вот недавно мне попалось такое видео, где один протестантский пастор решил перейти в православие. Ему в этом помогла Пресвятая Богородица. Он со многими православными диспутировал, с другими конфессиями. И задавался вопросами, потому что ответов было мало. Он чувствовал, что что-то не то. Что почему-то в спорах с православными они всегда практически побеждают его. И он решил обратиться к Пресвятой Богородице за помощью, чтобы она вразумила его, какая конфессия истинная. До этого он никогда не обращался к ней, не почитал ее. И с тех пор, как он к ней обратился, вся его жизнь изменилась. Он понял, что истина — это православие, и что как он был неправ, и что он упустил, не почитая Пресвятую Богородицу. И после этого он стал православным христианином. Теперь он проходит катехизацию и готовится к принятию святого крещения. Вот так, по молитвам Богородицы, все его мысли изменились. А вот известен еще один случай. Один человек нерадивой жизни, пьяница, снова пошел, чтобы выпить с друзьями. И вот пьяный шел он домой через мост и начал петь песню Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Он, конечно, был пьян, но, несмотря на это, почему-то решил вот петь эту песню. Пел он, молился, и нечаянно подскользнулся и с моста упал прямо вниз. И погиб. И вот попал он на суд Божий, и там встретил его Господь и сказал, что в чем застану, в том и сужу. Ты умер в пьянстве, теперь гиена огненная поглотит тебя, ибо ты провел дни жизни твоей, как богач, веселясь без покаяния. Но тогда внезапно явилась Божья Матерь и сказала своему сыну: «Сыне мой, пожалуйста, помилуй этого человека, потому что перед его смертью его последние слова были это обращение ко мне, молитва ко мне». И тогда Господь смиловался и сказал: «Только ради тебя, ради твоего ходатайства я его помилую». И этот пьяница попал в рай. И сам батюшка Серафим тоже очень любил и почитал Богородицу. Ведь сама она благословила его обитель и сказала: «Сия обитель есть удел мой». И в этой обители Дивеевской, вот, Свято-Дивеевский монастырь, где почивают мощи отца Серафима Саровского, там есть его святой источник. Батюшка Серафим еще при своей жизни говорил, что вот из этого источника по своей силы
как воды евангельской купели Вифизды, что эта вода способна исцелить от любого недуга, если человек обращается с верой и молитвою. И не сама вода какая-то особенная, это Бог через естество дает людям свою благодать. Не вода помогает, Бог помогает через эту воду. Потому что мы сами знаем из Нового Завета, из Деяний апостольских, как Бог через материю мог подавать помощь людям. Например, когда святой апостол Петр отерся своим платком, люди пытались этот платок схватить, потому что этот платок их исцелял. Платок апостола Петра исцелял людей. Платок особенный? Нет. Благодать апостола передается через вещи. И людям было достаточно прикоснуться лишь к нему, к апостолу, и они исцелялись. И как кровоточивая женщина прикоснулась к Иисусу Христу, и тут же и была исцелена. Неужели хитон какой-то чудотворный? Нет, это Господь дает свою благодать через какие-то видимые предметы. Люди настолько пытались прикоснуться к апостолу, что они ждали, что хотя бы его тень их осенила. И кого осеняла его тень, те тут же исцелялись. И вот батюшка Серафим говорил: всегда пейте эту воду, умывайтесь ей, потому что через нее действительно благодать. Есть такое предание, что святая царица, небесная Богородица, каждый раз, когда идет в Дивеево, она в этом источнике умывает свое лицо. И вот небольшой такой бутылек с этой вот водой святого Серафима. И действительно свидетельствую, что Господь не раз помогал вот через воды этого источника и исцелял меня не раз, обращаясь с верой и молитвою. Также отец Серафим тоже говорил, что всегда молитесь Богородице, молитвой Богородице, Дева, радуйся. У него даже есть такое правило: 150 раз прочитать эту молитву. Он ее благословлял читать своим духовным чадом в любой ситуации, проходя вокруг канавки. И вот чада читали, получали помощь. Поэтому действительно, исходя из личного опыта, я тоже могу сказать, что в самых трудных ситуациях, в каком-то отчаянии, нежелании молиться, обращайтесь к Пресвятой Богородице. Она точно услышит, она точно поможет, она слышит всех. Она помогает даже самым убогим и отступникам, и грешникам. Она всем помогает. И она очень, на самом деле, великая ходатайца перед своим сыном, потому что она мать. И она имеет такую власть, которую не имеют ни святые, ни ангелы. Только у нее такая есть. Пресвятая Богородица, помилуй всех нас грешных. Аминь.